Всем привет! У нас сейчас третий день сезона. В этом ролике будем закрывать данжи с талантами и также данжи со снаряжением. В принципе, в данжах, где мы выбиваем снаряжение, особо сложностей никаких нету, но данжи, где мы фармим камни, у некоторых игроков есть все-таки затруднения, поэтому здесь мы уже более подробно разберем варианты всякие, ну и покажу именно, как проходим. Начнем с того, что полегче и побыстрее. Ну что ж, погнали! Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Пока что нам доступна максимальная сложность, это 14 этаж, тут у нас 210 вампир получается. Тут сложностей вообще никаких нету, просто берем наших дэмэдж дилеров, кто у нас там самый прокачанный, будь то аура, будь то неустрашимость, вообще особо-то и не важно. Для того, чтобы убивать быстрее, тут я уже именно на скорость начинаю действовать, решил поставить истайон, таланты я пока не качал, у меня есть 5-я низ, я ее сделал в разлом и в кукольник. Кого будете вы стоять, тут в принципе не важно, тут уже я именно на скорость иду, поэтому... Если играете аурой, можете спокойно, в принципе, убить его через ауру. Либо просто через неустрашимых. Зачастую вампир отлетает, даже не успев ультануть. Допустим, ну давайте сейчас бой запустим. Что у нас тут происходит? Быстрый разлом. Все, полетели. Да, за 10 секунд вообще справился. То есть на таких данжах мы особо зацикливаться не будем, потому что я пока что не слышал о таком, что кто-то не смог убить вампира. Тут мы берем чисто уроном. Почему именно такой состав? Потому что я стараюсь сейчас не использовать каких-либо эксклюзивных саппортов типа Маштура, либо новая Сельва и так далее. То есть тут в принципе герои, которые были доступны в баннерах именно гарантом, поэтому именно ими стараюсь проходить. Ну и жаба, соответственно, настолько же быстро у нас сейчас отлетит, без каких-либо проблем. Будет лучше шмот, отлетать будет быстрее. У нас вообще где-то секунд 7, наверное, заняло все это дело. Да, 7 секунд. В дальнейшем уже будет она умирать побыстрее. Я еще снаряжение не фармил, просто открыл данжи и все. В Гарпии уже ситуация немножко иначе идет, потому что вчера некоторые столкнулись с проблемой, что не могли ее убить. Поэтому тут мы уже чуть-чуть по-другому будем действовать. Я использую Лину, но в данном ролике давайте я сейчас поставлю вообще Ардред. Сейчас я ее быстренько одену. Так, лапкача я тоже убрал отсюда, чтобы вам было попроще, поставил Твича. Рейд у нас все равно пока что не хилит, поэтому от нее тут требуется просто кинуть травк атаки с боевого и все. Это все, что от нее вообще требуется. И ультануть, и дать усиление защиты. Все. Больше мы от нее ничего более не требуем. Если у вас она без пробуд, то есть это тут вообще никак не решает. То, что от нее требуется, я уже сказал. Далее. Нам тут нужна точность, поэтому мы здесь берем Дуранга именно из-за его ауры. Он даст 40 точности. Ну и также одеваем в точность. Я ему еще и кукольник дал. Вич у нас тоже точность, разлом. Ну и Серпентемис. Тут точности, конечно, маловато, желательно побольше, но ничего страшного. Думаю, переживем эту проблему. Почему проще через яд? Потому что у нас сейчас точности немного за счет уровня. То есть нам много нет куда взять. Но за счет пассивки, то есть мы сопротивление режем на 35%. Поэтому именно с ней здесь проще. Также давайте пробуждение сниму, чтобы вам было попроще. Подумайте, что пробуды там затащили. Нет, все. Вставляем ее нулевую. Ну и давайте, не знаю, баночку можно даже заюзать. Ну пусть будет атака точность. Расстановочка вот такая. В принципе, если вдруг какие-то проблемы, то можно поставить вместо дракончика нашего оленя. Запускаем бой, смотрим, что у нас тут будет происходить. Сейчас, по идее, они просто взорвутся. И все. Ардред живет, проблем нету. Все. Если она ультанула, это уже половина дела сделана. Так, ну-ка, ну-ка. А без пробуд, конечно, подольше, но все равно. У нас тут хорошо. Сейчас дальнейший ульт. Да, можно было, кстати, Дуранга ультануть уже вручную после ульта Серпентемис. Ну, даже так, в принципе, команда справилась. Так, получили мы шмоточку. Кстати, опа, с просвещенностью. Замечательно. С данжами на снаряжение. На этом все. Идем дальше. Пойдем сейчас фармить талантики. Давайте начнем с яда. Тут многие не могут пройти яд. Так сказать, по просьбам трудящимся
Давайте начнем с него. Тут обязательно придется использовать именно оленя. Также у некоторых олень без ускорения. Это большая ошибка, нужно именно ускорением, потому что без ускорения олень это вообще не олень. Расстановка вот такая, можно, кстати, дуранга чуть сюда. Нам нужно на первом паке, короче, от Гардруса спрятаться. Если он ультанет, это будет печально. Не, ну он как бы так ультанет, но он нас не заденет. Также сейчас я одену эти. Да, если что, проходил этот данж вообще вот с такими шмотками. Так что сейчас я должен, по идее, пройти его еще быстрее и еще легче. Серпентемис также давайте оставим без пробуждений. Чтобы тоже вопросов не было лишних. Типа вот задолбал со своими пробудами. Бум без пробуд, хорошо. Так, сейчас я быстро их одену. Все это я вырежу отсюда потом. Огока я делал вот так. Просвета больше, чем достаточно. И здесь я ему одеваю вот этот артефакт. На старте, именно на таких вот уровнях, этот артефакт очень полезен. Он и просвет нам дает, и дает увеличение лечения. Потому что сейчас Огока сложноватенько собрать, чтобы он нормально хилил. Но с этим артефактом он уже начинает хилить именно нормально. Вича одел как-то вот так. Так вот, ладно, дадим перчатку какую-нибудь более-менее вменяемую. Пофигу на крит урон. Неважно, главное допы. Серпентемис, в принципе, оставляем вот так. Ладно, шанс крита, но здесь 60 просвета у меня выстрелило, поэтому неплохо, неплохо. Ну и вот так вот одел финью. Артефакт рога оленя попробуем. Если что, дадим посох. Это можно, в принципе, сразу его дать. Греха подальше. Где он там у нас? Да, давайте сразу и посох дадим. Так, все, погнали, погнали. Сразу юзаем по-любому. Наверное, давайте на защиту сожрем. Защита, точность. Босс здесь больно бьет, поэтому лучше вот так. Аура на точность, чтобы нам ее точно хватало. Ну и, в принципе, погнали. Поначалу тут ничего сложного, потом уже на самом боссе покажу, как правильно ходить и так далее. Тут, в принципе, желательно вручную прожимать. Допустим, змея, пусть будет дуранга и твич. Все, отжимаем. Саппорты ходят тогда, когда им захочется. Если их трогать, я не знаю почему, что так совпадает, что потом я начинаю умирать. Так, тоже давайте ульта, пошла. Змейка давай. Твич и лавкач. Фу, блин. Дуранга, а потом твич. Так, Огока, наверное, лучше подотжать. А Афини уже пусть ультует тогда, когда их захочется. Так, пока что не тратим, наверное. Пусть они уже вручную их так добьют. И, блин, да, лучше перестраховаться. Все, ультимейты я истратил на наших саппортах, к сожалению. На боссе, получается, дэмэдж-дилерами ультуем непосредственно вручную, именно после ультимейта босса. Саппорты я стараюсь вообще не трогать, пусть они там, когда хотят, ходят. Если их начинаешь трогать, то я не понимаю, что там происходит. Мы начинаем вздыхать почему-то. Поэтому лучше вообще ничего не трогать, пусть все будет так, как есть. Вот так вот ходим, вроде пока живем, потихонечку урон капает, команда стоит. Змее, к сожалению, точности не хватает, поэтому яды не всегда простреливают тогда, когда надо, но жить, в принципе, можно. Урон тоже какой-никакой наносится. Также, если Огок проложает со штрафом атаки, ну, будет печальненько на самом деле. Так, и вот так вот потихоньку ковыряем. Самое сложное именно за все это время не умереть. Иначе будет, ну, печально. Что-то есть предположение, что слишком сильно я в деф одел змею и может не хватить урона. Вчера, кстати, хватало, но вчера я проходил именно не снимая пробуждения. Вот у меня там было побольше, конечно, статов хороших, поэтому было попроще. Так, не знаю, доковыряем мы ее за минуту, не доковыряем. Но, по крайней мере, мы живем. Так, урона мне не хватило, сейчас пойду переодевать. Но тут, думаю, вы поняли. Сейчас я немножечко сделаю по-другому, именно в плане урона. В этом раунде я добавил побольше точности на Серпентемис. Сейчас посмотрим, хватит ли урона мне на этот раз. Стаки уже видно, что висят намного лучше, ядовитые. Так, и ультуем непосредственно вот сразу после того, как босс скидывает свои стаки. ДДшников отжимаем. Урона, кстати, вот точности дал. И прям, ну, заметно выше. Потому что прошлый бой там вообще, ну, копейки были. Но мне точности было 30. То есть это очень мало. Сейчас я сделал чуть ближе к 100. До 100, конечно, не хватает, но все равно. А разница в уроне прям колоссальная. То опять босс стаки скидывает и начинаем ультовать нашими героями. Больно, конечно, прилетает, ну а что поделать, вроде стоим. Змейка без пробуждений, напоминаю, чтобы не думали, что за счет пробуд живем чисто он на характере немножко остается, все главное просто не помереть.
Опять ждем стаки и ультуем. Так, Twitch, зараза, не повесил разлом, как назло. Остается еще немножко, и 2 минуты запас у нас есть. В прошлом раунде мы, в принципе, не успели вообще, в принципе. Почти сдох, но живем, ребята. Скорее всего, мы ее все-таки добьем, потому что султана не больно бьет, а вот мы сейчас навалим как следует. Все, босс готов. Как видите, можно проходить и без пробуждений на змее. Она у нас без пробуд. Главное талантики вкачать попутно, и все. Как-то вот так. Кстати, если дуранга вкачать, 4-й талант, то будет еще проще. Все, самый хардкор мы прошли, в принципе. Следующий данж — это у нас дракоша. Тут будем по-любому через неустрашимость действовать. Тут есть несколько вариантов. Можно по старинке, конечно, пройти, используя Зефи, и ультовать ей в момент, когда дракоша взлетает. И при приземлении ультовать ей и, соответственно, не получать урон от его ульты. Но если у вас есть глубинный дар, то по-любому проходим именно через него. Именно он тут тащит весь этот бой вообще, в принципе. Если у вас нет маштура, он тут, в принципе, не обязательно. Нам нужен просто танк, который будет танчить и не сдыхать. Самый такой мощный, самый крутой, распространенный, можно поставить Беренгара. Тоже замечательно зайдет. Если мощных танков нету, можно, конечно, с точностью поставить глубинного дара. И, ну, допустим, пусть там на подхиле будет Эстайон. То есть, в принципе, варианты есть. Можно хоть тоже квизу ставить. Сейчас я вам бой покажу, как бой проходит именно с глубинным даром и насколько он тут вообще, в принципе, решает. Одеваем его чисто в точность. Если он у вас будет танчить, то, ну, конечно, одеваем его как танка. Я делал как попало, просто все вещи, где есть точность. Все, и ракушку именно ему. Все, всех остальных, в принципе, просто в урон одел. Так вот, ничего не менял, вообще с воронки пачка, в принципе. В виде дал кукольника. Также еще и точности получилось насобирать. Ну и танк одеваем, соответственно, полностью в жир. Точности я маштуру не давал, это здесь мне не нужно. Банку можно даже, наверное, не есть. Да, давайте без банок. Давайте для подстраховочки все-таки, наверное, с оленем пройдем. То погнали. Банку не ел, будем без банок. То пошла у нас здесь жара. Наверное, надо было вообще по сторонам разным поставить, чтобы маштуру было попроще. Чтобы часть урона дарности я все равно принимал, но ладно, пусть у нас маштур один попотеет. Все, пак просто отлетает нафиг. То есть стоит просто дождаться ульты глубинного дара. Тут сейчас он ультует, и мы ульту отжимаем. Она нам нужна уже будет на боссе. Все, ждем. Пак умирает. Этих желательно тоже уже не прожимать. Хотя это тут и не пригодилось. Все. И как обычно, глубинный дар у нас устраивает просто жару какую-то. Ультуем и не даем просто боссу ходить. Да, вчера у меня это было, конечно, подольше, но тем не менее. Проходится все легко. Суть, в принципе, именно в глубинном даре. То есть пробуждение самих героев, наших дэмэдж-дилеров, уже зависит именно на то, сколько по времени мы будем убивать босса. А так, самое главное, это просто иметь глубинного дара, ультануть им и не давать боссу ходить. Вчера я убивал его в снаряжении намного хуже. Сегодня у нас уже, получается, и вампиры, и жабы открылись. Но по такой же схеме я убивал его и вчера. И последний данж, это у нас Акара, госпожа пламени. Ну что ж, пойдемте с ней поздороваемся. Тут мы будем использовать по-любому оленя. Также можете поставить Лину, я поставлю Ардред, так как она более такая доступная, много у кого есть. И с ней будет попроще в этом плане. Ну, в плане претензий. Вот. Таресия вот такая. Также вчера в модках похуже все проходил. Сейчас, скорее всего, вообще с ветерком пролетим. Как мы оденем Анелизис, вообще не важно. Ну, в принципе, можете ей дефа дать побольше, так как она в толпу упрыгивает. Ну и донатный артефакт ей дал. Как оденем Линкаса, вообще не важно. Просто что попало, одеваем. И то же самое с Диантой. Просто даем ей кучу точности, сколько можем. И разлом. Все. Показываю, как проходил именно вчера. Так, банку, наверное, даже есть не будем. На первой волне мы ультуем только Линкасом и Диантой. На второй волне ими не ультуем, а ультуем Таресией. И потом уже на боссе ультуем всеми вместе. Сейчас, скорее всего, урона будет побольше, поэтому даже не знаю, откатится, не откатится. Все, Орда стоит, Орда молодец. Этих бомжей мы отжимаем. Пошел урон, отлично. И тут уже ультуем Тареси. Тоже отжимаем ее сразу. Ждем, когда пак у нас умрет этот. И идем уже дальше. Там уже разультимся. Так, отлично. Тут у нас, походу, все, мы нормально откатимся. Пока не успеет ультануть. Успела. Молодец.
Да, вчера я, кстати, шмот давал именно на выживаемость, сегодня я делал ее просто во что попало. Все, и вот у нас наконец-то появляется босс. Ультуем нашими бомжами и ультуем Тареси. Все. Босс говорит до свидания. Так, разлом повесился. Это хорошо. Все, босса нет. Сегодня шмотки похуже. Вчера в хламе по той же схеме, в принципе, проходил. Всё, это последний наш данж был. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои комментарии, у кого там что, может, не получается. Еще проще, это если вступите в телеграм-канал, либо в дискорд. Все ссылки в описании. Задавайте там свои вопросы. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.